Здравствуйте, мои дорогие. Давайте посмотрим, о чем сегодня хотят нам рассказать карты. Кто-то хитрит за вашей спиной. Давайте тогда посмотрим на это. Причем настолько смешно хитрит, что вы раскрываете этот обман. Какой обман вы скоро раскроете? Так и назовем свое видео. Давайте посмотрим. Ого. Злобный, злостный обман. Вы от этого обмана стояли буквально вот в 2 шагах. В 2 шагах. Плюс еще я вижу, вы устояли. Устояли от какой-то злой силы. Вы не видели этого обмана. За вашей спиной сейчас находится огромная мощная сила, которая позволит вам выйти из очень сложной ситуации. Или вы уже выходите из очень сложной ситуации, вот есть какой-то просвет. Я даже больше скажу, вы могли не замечать это, но вот каким-то образом вам сообщат, что вы миновали расправы. Вот такой вот. Вот прям кто это такой? Вот это да, жесткий обман. Причем вы раскроете вот этот обман на последней стадии. Вы не видели его, этот обман. А что это? Кто это вас так обманывал? Кто это? Человек, который клялся в любви. Так. Женщина, которая отворачивается от вас. Это женщина. Тут одного с вами поколения женщина. Сейчас она в защитной позиции от вас. Вы никогда бы не подумали, никогда бы не могли даже принять тот факт, если бы даже кто-то сказал, что она вам такое зло делала. А вы буквально лицом к лицу будто бы столкнулись, но глаза были закрыты. Кто эта женщина? Кто эта жезловая? Вы могли быть... Она маг. Вот говорят, маг в прямой позиции. Вы могли быть подругами. Это женщина есть. Для женщины, если вы мужчина смотрите, какая-то дама, она вам прям зло творила. Что она делала? Угу. Ну вот эта карта, которая выходила самая первая. Что она делала? Зло делала ужасное. Так, давайте так, начнем с вашей любимой темы, если это будут магических воздействий касаться, да, то есть она могла какие-то хитрости проводить, связанные с мужскими энергиями. Вообще-то тут по мечевому королю я тут вижу больше, это могли быть какие-то кладбищенские дела, приклеивание, привязывание мертвецов и так далее и тому подобное. К ней сейчас лицом повернулась справедливость, и с нее идет спрос. Если это не магические воздействия, все равно с помощью каких-то лиц, властных лиц, хитрости, к ним обернутой хитрости, то есть тут как-то подкупание, может, этих лиц, либо обман каких-то властных лиц, чтобы вам навредить. Вот. Чтобы через каких-то властных лиц вам навредить. Причем методом обмана, методом интриг, подлости. Такая отчаянная какая-то дама, отвернутая от вас сейчас. Боженьки, а что вы ей такое сделали? Почему она... Хорошо, давайте вопрос. Почему она вам вдруг вредить так? Вот. Власти хочу, говорит она. Хочу контроля. Кто ты? Чудовище. Дружили вы с ней? Дружили? Если мужчина, у вас была любовь с ней. Тут дама идет. Дама в обоих случаях. Вы как тяжкий крест несли ее дружбу, что ли? А она, заняв... знаете как? Нет. Она мучилась в вашей дружбе.
Мучилась. Вот она говорит, я мучилась, несла какую-то муку в дружбе с тобой. Но когда она достигла вершины, да, отмучилась, вот тогда она как возгордилась. Господи, кто оно, это чудовище? Ну тут видите как, пришел конец. Как бы записывалось это видео. Я теперь понимаю тех девочек, которые говорят, блин, записывала, смотрю, нет ничего. Ну это надо такое. Было у меня сегодня и вообще очень часто уже бывает в последнее время. Ну, значит, так тому нужно быть. Или же кто-то балуется. Вот. Короче, девочки мои дорогие, здесь какая-то дружба. Дружба. Вы дружили с этим человеком? Кем вы были? Да, здесь дружба была, но дружба с вашей стороны. Вы искренне относились к этому человеку, а этот человек вас терпел. Эта женщина вас терпела. Что ей от вас нужно было? По шестерке пентаклей я так вижу, все-таки какой-то интерес у нее был. Вот именно личный интерес, общение с людьми. Может быть, она вообще так с людьми общается? Какой у нее интерес был к вам? Что это? Что-то связанное, как выход куда-то, выход в более крупное общество, выход в более многочисленное общество, выход там, где больше. И вот вы действительно были этим проводником, либо этим билетиком в это общество. Может, выход, тут еще могут говорить там в интернет, может, вы с интернетом связаны. Она вам всегда готова была воткнуть нож в спину, но не делала этого, потому что она видела в вас выгоду. А это что? Она как на пути осознания, но почему-то идет не в ту сторону, в иллюзиях сейчас. Ай-яй-яй, но опять говорят о том, что зло будет какое-то делать через людей, либо, я вот говорю, через какую-то власть. Власть либо неземную или земную. Что вы ей сделали? Вот что прям вот так вот прям вредить. Мужика показывают какого-то, который отвернулся. Что вы ей сделали? 3 меча, говорит, в сердце воткнула. Сейчас у меня холод в душе. Но я прорвусь. А мне тут показывают, что вы ее как-то вывели за руку. От какого-то мужчины увели. И причем это как так, ну, для ее блага. Она не понимает, что это благо. Она говорит, что это... Это неправильно. Я стою на своем. У меня была другая жизнь. Я хочу ту жизнь, которая была. А и она виновата в том, что она ее... Она злится на вас. Ну, как-то не то, что разрушила, она не говорит это. Видите, как все отвернуто идет от нее. Она сейчас обернулась в прошлое. Туда. Смотрит туда и вспоминает то, что было. И говорит, вот если бы не она, не вы, это все прошлое было бы с ней рядышком. Да. Женщина, по сути, очень такая амбициозная и действительно умеет бороться за жизнь, но в любом случае творит неправильные вещи. А зачем ей вот такого человека направили против вас? Зачем? Потому что после такого нашествия ее, как саранчи на вашу жизнь, почему-то в вашу жизнь идет мужчина. Но он идет как от кого-то, откуда-то. Солнышко в вашей жизни наступает. Зачем она вам нужна была? А вы раскрылись как жрица, вы прошли все проверки, вы какие-то этапы прошли такие мощные, когда действительно есть что вспомнить,
И можно книгу прям написать. Но вы прощаетесь уже с прошлым. Это прошлое обогатило вас. Вот такая женщина. Серьезная какая-то. Я аж тему расклада забыла, да? Кто? Вот такой обман вы раскроете. А как вы раскроете этот обман? Будем сейчас смотреть. Вспомнила, видите, тему вспомнила. Как вы раскроете этот обман? Как он вам раскроется? Ну, видите, как вы беспечная такая личность. Человек, доверяющий Вселенной. Это какое-то нападение вот прям будет со стороны этой женщины. Вы, может, даже поплачете. Вот, но потом в итоге скажете, утрете слезы. Да, здесь как нападение ее. Утрете слезы и поймете, что ну, прошлое в прошлом, все. Это было какое-то помутнение рассудка, что я вообще связалась с таким человеком. Да, и у вас как-то меняется, смотрите, краски как меняются. Вы как оживаете. Вы занимаете свой трон, вы занимаете свое место. Эта женщина отходит от вас. Она остается в стороне нереализованной в вас. Слушайте, а у кого-то это внутренняя какая-то ваша черта, она уйдет. И как обман этот уйдет. Окей, пускай отходит зло, и только добро приходит. Сейчас очень сильные дни как для гаданий, так и для ритуальчиков разных и ритуалов мощных. Вот так вот. Хорошо, это был первый. Давайте я все карты хочу. Они все равно такие интересные. Их не 78, их в 2 раза больше. Их 156 в этой колоде. Но относительно, да, все равно-то их 78 и с разных сторон. Реверсивное таро. Так, кто еще? Давайте смотреть. Кто же еще? Мог вас обмануть. Так, вот, смотрите, вот она вышла. Эта женщина вышла. Хорошо, что-то еще не договорили все-таки. Карты те же самые просто выходят. Смотрите, вторую сторону раскрывают. Видите, обратную сторону раскрывают. Так, эта женщина привлекла мужчину с помощью магии. Эта женщина, магия которой обернулась против нее самой. Вы тут каким боком? Ваша дружба. А вы привнесли некую нотку новизны в ее жизнь. Ей не хотелось с вами иметь дело, дружить, но она в вас увидела некий шанс. И она предложила сама, скорее всего, с ее стороны была подача, ну, как-то то ли куда-то сходить, какая-то дружба. Вот. Вы... Ну, говорят, что как-то то место, которое она хотела занять в вашей жизни, да, или же где-то вместо вас в жизни, она вам как указала все-таки своим даже негативным присутствием в вашей жизни, указала верный путь. Что-то поменялось в вашей жизни тоже. Это ваша сторона уже. Так. Из вашего пространства ушел какой-то человек. Ненужный. Ненужный абсолютно человек. Еще один какой-то неважный человек. И все это вот благодаря ей. Ну вы, да, вы так действовали друг на друга. Но вы-то ей, видите, какая? Вы такая наивная стоите, вот. Вы по-другому действуете. Вы с этой женщиной кармические, как говорят, партнеры даже в этой ситуации, как дружба. Вы какой-то путь с ней прошли. Вы наивный человек по отношению к ней. Вы никакого зла не делаете, но понимали, чувствовали что-то, что есть какая-то тяжесть от общения с этим человеком, с ней, да.
Она какая-то другая, вот какая-то другая, не вы по натуре. Вот. Из вашей жизни уходили ненужные люди, из ее жизни уходили ненужные люди. Почему-то именно уходили, не приходили. Вот. То есть вы друг на друга действовали как очистка. Но с вашей стороны чистота, наивность, а с ее стороны в итоге злоба и такое активное действие, манипулирующее вашу сторону. Она злая на вас. Она такая, знаете, готова на все. Вот просто готова на все. Отчаянная. И очень мощная женщина. Нафиг она вам такая надо, вот скажите. А вы какая по силе? Ну, вы более... быстрее исполняете свои желания. Вот так вот я хочу сказать. Вы более такая воздушная, неприземленная. Хотя корни имеются. Вот, но вы почему-то как растворены, растворяетесь. Больше доверяете Вселенной. Вот такая, знаете, живу, верю в исполнение желаний. Та больше приземленная. Ну, видите как? Ну, в любом случае, вы зло не творили, та дама творила. Что-то делала на вас, была обозлена. Ну, вот обман какой-то расстроите. Все, тут рассказали историю двух женщин, вы и еще какая-то дама. Либо женщина, и если вы мужчина, то вашу историю тоже с ней раскрыли. Чем дело закончится? Как вам вообще поступить? Сила. Ну, все будет, для вас все будет хорошо. Все равно, вот как-то ненужные люди отходят от вас, когда эта женщина, даже третий человек от вас отошел. Вот просто замыслитесь, да, сейчас задумайтесь, вспомните эту женщину, и из вашей жизни просто вот как вы расставались с кем-то. Вы расставались с кем-то. Вы сожалели, а по сути это вас приводило в порядок. Понимаете? Вы... Потому что она срабатывает, вот присутствие таких людей часто срабатывает как же это, вот те очистители леса, да, муравьи или другие животные, которые очищают. Вот она как тот самый очиститель вашего пространства сработала. А злоба ее как сработала? Знаете как, она слишком много намечтала себе, что она может справиться с такой чистотой, как вы. Правосудие сейчас с ней разбирается, а вам даже и не показывают. Но вы в любом случае узнаете. Видите, какая хитрая женщина. Интересная история. Вам что-то нужно из этого еще извлечь? Оставьте это в прошлом. Поблагодарите, попрощайтесь. Вы-то все равно, ого, как победили. Интересная карта. Здесь победа, такая солнечная, красивая. А это обратная сторона победы. Все в крови. На крови сделанная победа. Ну, значит так. Прощайтесь. Конец. Все поменяется. Сейчас такой поворот судьбоносный идет в вашей жизни. Так. Так, мои дорогие, узнали этого персонажа? Наверное, да. Посмотрим же, есть ли еще какой-то обман в вашей жизни, кроме этого человека. Давайте так, забудем, все в прошлое оставили, со всех сторон рассмотрели. Есть ли какой-то другой человек, который мог так обмануть, и какой обман вы скоро раскроете. Даже если это раскроется здесь, в этих раскладах. Какой такой обман? Иллюзия. Кто создает иллюзию? Человек, который сказал сам себе, я как бы, ну, до свидания, пока, нет, даже не так, конец. Вот, но ему сложно вам в глаза это сказать. Кто это? Отвергнутый дьявол. Кто это? Так, кто ты такой? Он создает иллюзию какую-то. Кто ты такой? Старый дед. Кто ты такой? Ну, я это сейчас образно все. И старый дед, и ребенок в одном флаконе. Кто ты? Пошел дальше и манипулятор. Кто вас обманывает? А ну-ка, давайте. У него связаны руки сейчас. Человек, который
Так, отшельник. А кто он для вас? Интересно. Так, человек в трансформации. А кто он такой? Мужик какой-то все-таки. Мужчина. Создает иллюзию. Но по вот этой карте я смотрю, что он повернут. Вот эти две карты говорят о том, что он повернут в свой прошлый эгрегор. Вот. Там, где он был. Любой эгрегор. Это может быть, например, брак, какая-то организация, фирма, церковь, в общем, туда, где вы не хотели бы, либо что им управляло. Получается, раскрывается обман человека, который мог вас изначально вводить в заблуждения какие-то. Далее он уже, как знаете, как поставил точку, все, разобрался с этим. Для себя поставил точку, а вам не знают, как сказать. Что сказать надо? Что это прошлое, что попрощался. Так, стоп. Значит, человек, который... как получается, кто-то с вами попрощался. Кто это? Да, он идет в другую сторону, рыцарь в другую сторону, там его поманили чем-то. А, так он уже и падает оттуда. Но это уже другая история, понимаете как? Тут вот обман в том, что человек как сбросил груз и сказал: все, я как с тобой я попрощался. Так, кто-то с вами попрощался, мужик какой-то. Ну и все, до свидания, так. Да, он там страдает сейчас. Хочет возобновления отношений. Но знаете как, вот интересно, он пришел на то самое поле, где была вот эта вся неразбериха, и понимает, что он остался один. Это он виноват в том, что произошло. Да. Обман. Раскроется обман. А как этот обман раскроется? Вам расскажут об этом. Придет какая-то информация, причем женщина одного с ним масти, как в паре, что ли, с ним, как партнер. Беспринципная дама какая-то вам расскажет об этом. Ну, и такой опыт, как говорят сейчас карты, должен быть. Вот так, девочки, кто тут история? У вас новая жизнь начинается. Кажется, что вы, наверное, даже так, вы, наверное, могли сделать какое-то перемещение, может в пространстве, может быть просто, ну вот как в своем разуме. Вы, когда перемещались, да, вы как будто бы уходили от чего-то. А в итоге вы, идя от чего-то, идете к своим новым горизонтам. Не пугайтесь. Да. Вам дается очень много возможностей и шансов. От одного отходя, вы получаете свою звезду. Вот ваша звезда смотрит на вас. Видите? Она повернута в вашу сторону. Угу, видите, дно колоды здесь показано. Любовь новая. Вот этот кубок. А вот. Король. Так, еще посмотрим. Давайте еще посмотрим. Есть ли в вашем поле какие-то еще обманы? Такие прям, знаете, обманы. И кто это может быть? Посмотрим. Есть ли еще какие-то обманы? Просто посмотрим этот вопрос. Если нет, закрываем расклад. Так, это что? Ну, пентакли все-таки. Что это такое у нас показывает? Мужчина. Есть ли какой-то обман? Ну, есть какой-то мужчина, который чего-то там химичит, алхимик. Так. А что он хочет от вас? Окей. Просто здесь хитро сделанный какой-то мужчина. И здесь еще стоит, вот буквально недалеко от вас находится в дверях. Что он делает?
Скрывает что-то, видите, что-то делает. Тут влюбленный человек. Почему обман? Почему обман? Почему обман? Так, почему обман? Кто? Ну, покажите его, какой он. Боится разочарований. А чего? Ну, это не обман, это какая-то уловка. Это не обман, это уловка. Опять же, да, вот выходили светлые карты, поэтому думаю, ну какой же тут обман. Но семерочка-то есть, она-то говорит об обмане, но тут большей части уловка. Чтобы, например, не разозлить вас, чтобы вы не отправили его назад. Это новый какой-то человек. Проявляться будет, смотрите. Это, Господи, мужчина вашей мечты. Это иллюзия какая-то, что ли? Нет, это судьба. Почему говорят судьба? Это кто? Луна и отшельник. Боже мой. Так, что-то здесь такое интересное закрутилось. Я вижу, первое, человека, который влюбляется в вас, да. Я вижу какие-то силы, которые мешают. Вот это я вижу. Что это за силы? Что это за силы? Это что? Это вроде как, знаете как? Не тот, которого вы ждали, будет. Мешает ваша внутренняя какая-то установка. Вот. Тут уже как самообман, что ли. Есть еще человек в вашем поле, который очень хотел бы быть с вами и очень хотел бы видеть вас своей супругой. Но ему это не дано. Его, если ждать, то можно, не знаю, как это, до пенсии дожить, да, вот ожидая. Есть то, что заканчивая, ну, вы, скорее всего, уже закончили с этим. Тут эту карту так бы не показали. Вот, вы начинаете как новую жизнь, и ваша новая жизнь в расцвете вашей, как второй, десятой или какой-то там юности. Вы прям молодо выглядеть будете, прекрасно. Появляется этот человек. В чем обман? Хорошо. Но это скрыто от вас. Это скрыто для вашего же блага. Вот так. Это не обман, это недоговоренность какая-то. Кто-то что-то не договаривает, чтобы это сбылось. Вот вам кажется, что вы идете, какой-то груз несете, а в итоге, понимаете, получается так, что по справедливости вам бы командовать теми, да, кто это делает за вас. То есть вы не сама должна это делать. Вы должны наслаждаться плодами и находить для себя больше времени. Вот как бы на это настроена ваша жизнь. Ваша миссия, да, это быть счастливой женщиной. Тут какой-то, знаете, вселенский обман, когда в голову было помещено какое-то представление о мире, представление о себе, возможно, даже где-то в детстве, да, либо там в каком-то возрасте, которое сейчас может мешать вам получить то, что вы хотите. А что вы там хотите? Победы хотите. Любой ценой причем. Шансы в любви.
Получите ли? Кто-то думает о бывшем. Вот вам кажется, что вы должны получать счастье через прям большой труд. А вам так сказали когда-то. Это правда? Ну, постольку, поскольку. Везде нужна мера быть какая-то. А вот эта часть вашего пути счастья все-таки принять то, что само счастье, оно легкое. И научиться балансировать между действием, да, между каким-то трудом и действительно получением удовольствия. Ну что ж, Верховная Жрица, вот мы и пришли к пониманию того, кто тут меня смотрит. Вот, поэтому это женщина, которую обмануть нельзя. Да. Вы раскрываете на раз любые манипуляции сейчас. Мужчин, женщин. Вообще люди перед вами как открытая книга. Ну, потому что вы, скорее всего, подсказки получаете где-то в душе, в космосе, из космоса. Но вы как-то не заметили, как к вам прицепилась какая-то неживая сила. Окей, что это значит? И эта неживая сила заставляла вас неправильно действовать относительно мужчин. Это разбивало вам сердце. Вы себя неправильно вели. Это какие-то внушения, знаете. Вели себя неестественно, но вашей сути, целомудренной какой-то сути, неправильно себя как-то вели. Но как итог вам все равно дается семейное счастье. А вот семейное счастье вы когда разрушив, вы приняли, что противоположный пол это не ваше, вот такое могло быть. Угу. Заблокировали себя. Кто-то прям так и говорил, а кто-то просто тихо себе живет и в ус не дует, просто расклады смотрит об этом, да, а по сути так не живет этой жизнью. Ну, такое тут идет. Тут какой-то страх выйти за пределы, за рамки. Но тут говорят, что это все видение, эти мечи не существуют, и вам просто нужно встать, пойти на свежий воздух. А вы выходите, если выходите, то вы выходите, берете меч в руки, и то не на улицу, а на балкон выходите, если что, то спущу на собак. Вот так вот. Но в принципе защищаться нужно, уметь быть настороже тоже всегда лучше, но не до маразма, правда ведь? Тут интересно. Тут говорят, что вас никак не обманешь. Какой-то мужчина попытается обмануть, не обманет. А по сути у вас будет замечательный человек в вашей жизни, с которым, не нужно будет себя вести как-то неестественно, но как вы, возможно, пробовали себя вести с другими мужчинами, показать какую-то свою лучшую сторону, а в итоге никто не оценил. Вот так здесь идет, мои дорогие. Так, расклад был в потоковый, да, и вы заметили это. Но в любом случае я вижу, что важная информация была вами услышана, и мне это доставляет мне огромную радость. Буду ждать вас на следующих видео. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, за финансовую поддержку. И хочу, чтобы Вселенная вас радовала подарками в разы больше, чем вы приносите сюда. Всего доброго. Пока-пока.